Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, этот выпуск я проведу с моей коллегой Катей. Всем привет! Катя, добро пожаловать! Я назвала тебя коллегой, и мы коллеги не только по преподаванию, мы еще коллеги по соцсетям, потому что мы активно делаем контент для тех, кто изучает русский язык, и я думаю, что большинство моих подписчиков тебя уже знают, и я думаю, что они рады тебя здесь видеть. Я надеюсь. Кто еще не знает Катю, пожалуйста, ее контакт, я думаю, сейчас на экране, и также вы можете видеть в описании этого видео. Подписывайтесь на Катю, потому что у нее классный контент, и точно вы найдете его полезным, веселым тоже. Итак, ну что, начнем этот выпуск. И у меня сразу для тебя вопрос. Как ты провела это лето? На самом деле это лето было очень насыщенным, было много разных событий. Например, я ездила в Санкт-Петербург, и там у меня даже была свадьба. Поздравляю еще раз. Спасибо. Да, поэтому лето было классным. Но мы записываем этот выпуск уже в начале сентября и можем с уверенностью сказать, что для нас лето закончилось. Да, к сожалению, все хорошее когда-то приходит к концу. Такая депрессивная русская мысль. Но мы к этой мысли будем сегодня возвращаться очень много, в принципе. Итак, для нас осень закончилась, неважно, где мы живем. Например, я сейчас живу в Испании, и здесь погода отличная, но для моей русской души осень наступает 1 сентября. И, в принципе, в большей части России четко выражены эти 4 сезона, да, и поэтому у каждого времени года есть какие-то свои характеристики, то есть это разная погода и еще разное настроение. Да, я, кстати, тоже сейчас живу в теплой стране, но вот, как Наташа сказала, русская душа чувствует этот переход на осеннее настроение, и часто осенний сезон ассоциируется с меланхолией, с апатией, с хандрой. Да, и это слово «хандра» будет у нас в названии этого выпуска, потому что, мне кажется, это слово отлично описывает это состояние осенью. К нему мы вернемся еще немножко позже. И хотела спросить тебя, как ты думаешь, почему это время года у людей ассоциируется именно с такими не очень приятными состояниями? Да, мне кажется, что главная причина — это то, что заканчивается лето, заканчиваются каникулы, отпуск, и люди возвращаются в рабочий режим, в университет, в школу, и поэтому настроение идет вниз. Да, и у нас еще так совпало, что именно 1 сентября, в первый день осени, у всех начинается и в университетах, и в школах начинается новый учебный год. И люди, у которых есть дети, конечно, они подстраиваются под детей, и они тоже не могут поехать в отпуск, например, в сентябре. Да, мне кажется, еще одна причина — это то, что день становится короче, то есть мы уже не видим света так много, и это тоже влияет на нас. Что еще можем назвать среди причин? Может быть, мы что-то забыли? Может быть, еще смена погоды так влияет, люди начинают чаще болеть, и, может быть, в целом изменения в природе, там деревья становятся такими желтыми, оранжевыми, что тоже красиво, но это уже не яркая зелень лета. Да, мне кажется, это природа, осенняя природа становится красивее, наверное, в конце сентября, да, в октябре, когда деревья разных цветов, да, и ты можешь гулять по лесу, чувствуешь этот запах такой листвы. А в начале сентября у тебя как будто бы
уже не лето, еще не красивая осень, ты где-то между, и ты права, да, люди болеют со всех сторон. Апчхи, ха-ха. Точно. Да. Так, ну что, вернемся к вокабуляру, вернемся к словам, которые ты назвала. Меланхолия, апатия, хандра. Я думаю, меланхолия, апатия, наверное, более или менее понятны нашим слушателям, а вот хандра знают не все. Итак, как мы можем объяснить это слово, это состояние? Я бы сказала, что хандра – это такое чувство, состояние, когда у человека нет настроения что-то делать, когда у него нет сил и энергии. Это как-то похоже на депрессию, но не так серьезно, и это не является заболеванием. Да, но без диагноза. Да. Все то, что бывает в депрессию. Да, я согласна. И так как часто это состояние приходит к людям в России именно осенью, часто можно услышать эту комбинацию, да, осенняя хандра. Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил летняя хандра. Да, это какое-то несочетаемое понятие. Да, если кто-то скажет, у меня летняя хандра, мы скажем, почему? Это же лето, которое мы так долго ждали. Да, что случилось? Точно, зимней хандры не время. тоже не существует. Да. Да, хорошо. Зимой что-то другое. Мы с тобой уже сказали, что мы за собой замечали это состояние, даже если у нас природа не увядает конкретно сейчас. Но как ты думаешь, женщины подвержены больше осенней хандре, чем мужчины? Я не знаю, я не замечала. У тебя есть какая-то информация об этом? Да, потому что я прочитала в статье о результатах исследования. Правда, это исследование проводилось не на людях, а на мышках. Одно и то же. Но для ученых это одно и то же. И они сказали, что для самок мышей пребывание на солнце более важно, чем для самцов, то есть для мужчин мышей, если так можно сказать. Если кто-то ученый слушает меня, он скажет, кто? Мужчина-мышь? Кто это? Извините. Да, и то есть животные женского пола, они больше привязаны к солнечному свету. И когда солнечного света меньше, соответственно, они не получают дофамин, и их настроение портится. Вот такое исследование. Но я, наверное, соглашусь с тобой, что я тоже такого не замечала, потому что, не знаю, обычно как-то у всех сразу плохое настроение осенью. Но, может быть, стоит последить. Вот не могу сказать, есть ли разница между мужчинами и женщинами, но зависимость от солнца точно есть. Например, когда я жила в Санкт-Петербурге, это известный факт, что в Санкт-Петербурге мало солнечных дней, и была даже статистика, я помню, в каком-то году, в декабре, солнце светило только 30 часов. Ну, то есть Кошмар. Очень мало, да. За весь сезон 30 часов? За декабрь, за 31 день. За декабрь? 30 часов, да. Кошмар, это все равно очень-очень мало. Да, и вот могу сказать, что я чувствовала, что мало солнца, это мало энергии, это мало настроения хорошего, поэтому я согласна, что зависимость точно есть. И обычно очень много мемов по поводу погоды в Санкт-Петербурге, да, что небо всегда серое, но людям это нравится, и они говорят, ну вот так у нас в Питере всегда, да. Так мы живем. Но для меня это большая загадка, если честно, потому что, ты знаешь, люди обычно делятся на два лагеря, Москва и Питер, кто-то больше предпочитает один город, кто-то другой, и я вот как-то не прониклась атмосферой Санкт-Петербурга. Не знаю почему, может быть, действительно просто я в лагере Москвы, а может быть, мне нужно там побольше, подольше побыть, может быть. Хорошо, ну да, и такая мода тоже в этом какая-то есть, да, что переехать в Санкт-Петербург в такую хмурую погоду, гулять по улицам,
немного в депрессивном состоянии. Романтика. Кто-то находит в этом какую-то романтику, да, и я не могу осуждать, потому что, ну, я понимаю. Для меня, например, один день полежать дома, когда за окном дождь, и дождь так капает по стеклу, это тоже очень романтично. Но когда тебе нужно ехать на работу или быть продуктивным, мне кажется, это не располагает к Да, работе. да, я согласна. У меня тоже такое состояние. И если мы говорим о моде на грусть, что мы можем сказать о русской литературе, например, и не только русской, наверное? Да, мне кажется, есть такой тренд, что осень — это какое-то романтичное время года, когда можно погрустить, смотреть через окно на дождь. И вот в русской литературе, например, это частый образ, который используют многие авторы и поэты в своих стихотворениях и в своих литературных произведениях. Да, когда хотят изобразить какую-то драму, да, или когда хотят показать героя задумчивым, да, он едет, смотрит на осенний лес и думает о чем-то, или гуляет по парку, в котором падают листья. И я знаю, что у тебя есть пример осенней меланхолии из кинематографа. Да, мне кажется, особенно сейчас это такой пик популярности. Как только начинается осень, люди вспоминают фильм «Сумерки», его эстетику такую темную, почти готическую, и с удовольствием смотрят, сидят дома, покупают попкорн, делают теплые напитки и смотрят «Сумерки» и наслаждаются вот этой осенней атмосферой. Да, я ни разу не смотрела «Сумерки». Серьезно? Но я в курсе всех мемов, всех рилсов и всего, что связано с этим в интернете, и мне уже не нужно смотреть, потому что я уже понимаю, что там произошло. Но я помню точно тот момент, когда мы были подростками, и моя подруга лучшая тогда шла домой после школы. Я хочу посмотреть, мы сегодня с мамой будем смотреть. И я думала, ну ладно, я потом посмотрю. Прошло, не знаю, 15 лет, сколько. Я так и не посмотрела. Но, может быть, мне нужно это сделать, в конце концов, чтобы быть в тренде. Какие советы можно дать людям, которые вдруг... Может быть, до нашего подкаста они не замечали у себя осеннюю меланхолию. Тогда сейчас они заметили. Тогда мы плохо влияем на людей. Да, извините, если вы принимаете это близко к сердцу. Упс. Но какие советы мы можем дать людям, чтобы избежать этого состояния? Наверное, мой главный совет был бы двигаться маленькими шагами. То есть, например, не стараться изменить свою жизнь на 180 градусов, а делать маленькие шаги в сторону какого-то здоровья или позитива. Например, можно постараться добавить больше овощей и витаминов в свой рацион. Ну, я думаю, это всегда хороший совет, в принципе, поэтому если вы вдруг забывали принимать витамины, то самое время начать. И также хорошо бы находиться на свежем воздухе, то есть находиться где-то не дома, хотя бы 20 минут в день, чтобы получать свет, естественный свет, а не свет от компьютера. Да, сейчас все целый день сидят перед компьютером. Да, это свет, но все-таки не тот, который нам нужен. И, наверное, тоже нужно не забывать о физической активности, да, хотя бы небольшая прогулка. Но я об этом говорю, но сама понимаю, что мне бы тоже, да, было бы хорошо прогуляться где-нибудь на свежем воздухе. И вопрос этой недели – это: замечаете ли вы изменения в настроении, когда наступает осень?
Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами подкаста и получайте скрипт каждого выпуска, доступ к закрытому чату в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.